Серенгети не прощает слабости. Это земля, где горизонт дрожит от зноя, а воздух пропитан запахом сухой пыли и едва уловимым ароматом надвигающейся грозы. Здесь, в бесконечном круговороте жизни и смерти, каждый вдох — это победа, а каждый шаг — борьба. Для большинства людей саванна — это красивая картинка из документального фильма, но для Джейкоба она была единственным домом, который он когда-либо по-настоящему понимал. Джейкоб работал рейнджером уже 12 лет. Его лицо, изрезанное морщинами от постоянного солнца, напоминало кору старой акации, а глаза цвета выжженной земли видели то, что пропускали другие. Он знал, как по изгибу травы понять, куда направилось стадо гну, и по крику птиц определял, где затаился леопард. Для него Серенгети не был хаосом. Это была сложнейшая партитура, где у каждого существа была своя нота. Тот день начался, как сотни других. Старый Land Rover, пропахший бензином и потом, мерно покачивался на ухабах. Джейкоб патрулировал северную окраину парка, место, где граница с человеческими поселениями становилась опасной зоной для животных. Именно здесь чаще всего ставили петли и прятались те, кто видел в льве не царя, а лишь дорогую шкуру. Возле пересохшего русла реки он заметил нечто странное. Грифы кружили в небе, но не садились, верный признак того, что добыча еще подает признаки жизни, или угроза слишком велика. Остановив машину, Джейкоб взял бинокль. Под раскидистым кустом терновника лежало темное пятно, почти полностью сливающееся с землей и палой листвой. Сначала он подумал, что это старый буйвол, павший от жажды, но, подойдя ближе с винтовкой наперевес, правила безопасности в саванне написаны кровью, Джейкоб замер. Это был лев, но какой лев? Сердце рейнджера сжалось. Он узнал его по характерному шраму над правым глазом. Это был Нкуру. Еще 3 года назад этот самец был легендой. Его грива, густая и темная, как грозовая туча, внушала трепет конкурентам, а его рык заставлял замолкать всю округу на мили вокруг. Теперь же перед Джейкобом лежала лишь тень былого величия. Ребра обтянули кожу так сильно, что казались каркасом разбитого корабля. Грива свалялась в грязные колтуны, а дыхание было прерывистым и хриплым. «Что с тобой сделали, старик?» — прошептал Джейкоб, опускаясь на одно колено на безопасном, но близком расстоянии. Лев приоткрыл один глаз. В нем не было ярости, только бесконечная, вековая усталость. Он даже не попытался обнажить клыки. Джейкоб действовал мгновенно. Он знал, что природа велит оставить старое животное на волю случая. Таков закон. Но интуиция подсказывала ему. Здесь вмешалась не природа. В боку льва зияла глубокая, загноившаяся рана, края которой были слишком ровными для когтей соперника. Достав из багажника запас вяленого мяса и воды, рейнджер осторожно положил еду по ветру, чтобы запах достиг ноздрей зверя. Нкуру едва заметно шевельнул носом, но сил подняться не было. Тогда Джейкоб вызвал по рации ветеринарную группу. «У нас код Один на окраине сектора 4Б. Это Нкуру, он уходит. Нужна полная мобилизация». Через час тишину саванны прорезал гул вертолета и рев моторов. Команда ветеринаров работала четко. Усыпляющий дротик, быстрый анализ, носилки. Когда Нкуру перевернули, подозрения Джейкоба подтвердились. Из глубокого мышечного кармана извлекли деформированную пулю калибра 0,375.
браконьеры. Они не убили его сразу, но обрекли на долгую и мучительную смерть от инфекции и неспособности охотиться. Операция проходила прямо в полевом лагере под светом мощных ламп. Джейкоб не уходил. Он смотрел, как врачи вычищают рану, вводят антибиотики и ставят капельницы. В тот момент лев казался таким уязвимым, словно он был не опасным хищником, а напуганным котенком. Нкуру перевезли в реабилитационный вольер Центра защиты дикой природы. Первые недели были критическими. Лев отказывался есть. Его организм, изъеденный паразитами и лихорадкой, едва справлялся с нагрузкой. Джейкоб взял отпуск. Каждый день он приходил к вольеру. Он не пытался войти внутрь или приручить зверя. Он просто сидел рядом, в тени акации, и читал вслух или просто молчал. Он хотел, чтобы Нкуру привык к его запаху не как к запаху врага, а как к запаху безопасности. Постепенно лев начал восстанавливаться. Его взгляд стал осмысленным, мышцы налились силой, а шерсть начала восстанавливать свой золотистый блеск. К концу 2-го месяца Нкуру начал узнавать звук шагов Джейкоба. Когда рейнджер приближался к сетке, лев не рычал, а издавал короткий, низкий звук, похожий на ворчание. Так львы приветствуют членов своего прайда. Между человеком и диким зверем возникла та самая связь, которую невозможно объяснить логикой. Это было глубокое, первобытное доверие. Джейкоб видел в глазах Нкуру благодарность, хотя ученые сказали бы, что животные не способны на такие чувства. Но Джейкоб знал правду. Спустя 3 месяца наступил день прощания. Нкуру был полностью здоров. Его грива снова стала пышной, а в движениях вернулась та ленивая грация, которая присуща только истинным хозяевам саванны. Клетку вывезли в сердце его старых владений. Когда дверца открылась, лев не сразу выпрыгнул наружу. Он медленно вышел, вдыхая знакомые запахи воли. Воздух Серенгети принял его. Нкуру прошел несколько метров, затем остановился и обернулся. Джейкоб стоял у машины. Лев смотрел на него долго, пронзительно. В этом взгляде была вся история их короткого, но важного союза. Нкуру издал мощный рык. Первый по-настоящему громкий рык после ранения, от которого, казалось, вздрогнула сама земля. Это был не крик боли, а манифест возвращения. И, кивнув головой, словно отдавая честь, огромный кот скрылся в высокой золотой траве. Прошло 4 года. Джейкоб продолжал свою службу. Мир менялся. Технологии помогали отслеживать браконьеров, но страсть рейнджера к защите парка оставалась неизменной. О Нкуру доходили слухи. Его видели то тут, то там. Он отвоевал свою территорию и снова стал альфой. Однажды в предзакатный час, когда небо окрасилось в невероятные оттенки пурпура и золота, Джейкоб остановился у того самого русла реки, где когда-то нашел умирающего зверя. Он вышел из машины, чтобы проверить следы у водопоя. Тихий шорох травы заставил его напрячься. Из зарослей в 30 метрах от него вышел огромный лев — Нкуру. Он стал еще массивнее, его морду украшали новые шрамы, знаки побед и испытаний. Но вслед за ним показались 2 львицы,
а за ними, кувыркаясь и толкая друг друга, высыпали 4 подросших львят. Джейкоб замер, не дыша. Нкуру медленно направился в его сторону. Львицы напряглись, но лев издал мягкий успокаивающий звук. Он подошел на расстояние 10 шагов, дистанция, которая для любого другого человека стала бы фатальной. Старый лев остановился и просто смотрел на Джейкоба. В его позе не было агрессии, только спокойная, величественная гордость. Он словно показывал рейнджеру результат его труда. «Смотри, я жив, и они живы благодаря тебе». Один из львят, самый любопытный, подбежал к отцу и ткнулся носом в его бок. Нкуру лизнул малыша в ухо, еще раз взглянул на человека и, развернувшись, повел свою семью вглубь саванны, к заходящему солнцу. Джейкоб стоял, пока их силуэты не растворились в сумерках. В горле стоял комок. Он понял, что в этом жестоком мире, где выживает сильнейший, все же есть место для милосердия, которое способно изменить ход истории. Одно спасенное сердце дало начало целой новой жизни, и этот круговорот добра оказался сильнее любых законов природы. Серенгети продолжала свой вечный танец, но сегодня музыка этого танца звучала для Джейкоба совсем иначе. Она звучала как торжество жизни.